Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, для весов на неделю с 2 февраля по 8 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного у вас весы произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, он не персональный, не личный. Тем не менее, надеюсь, большинству из вас это видео подойдет и будет перекликаться с той ситуацией, которая у вас происходит в жизни. Можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, если расклад вам понравился. А также не забудьте подписаться, если чувствуете, что этот расклад перекликается с вашей ситуацией, чтобы не потерять в дальнейшем мои видео, если хотите смотреть в дальнейшем такие расклады. Итак, давайте посмотрим весы, что же вас ожидает. Неделя со 2 февраля по 8 февраля. На каждый день недели начнем мы расклад с понедельника. Итак, первая карта у вас, карта десятка кубков, затем верховная жрица, двойка мечей, карта смерть, дьявол, маг и карта рыцаря мечей. Итак, здесь есть в целом очень позитивное начало в виде десятки мечей, то есть понедельник у вас, скорее всего, здесь будут какие-то еще из десятка пентаклей, какие-то важные события, связанные с вашей семьей, может быть, какие-то здесь встречи, связанные с вашими близкими, празднования, юбилеи, возможно, дни рождения, на которые вас приглашают. Также вы по десятке пентаклей, возможно, будете принимать какое-то мудрое решение, касающееся ваших взаимоотношений или вашей семьи. Решение, которое позволит приблизить вас к большей стабильности, большему постоянству в вашей жизни. Возможно, решаются какие-то вопросы, касающиеся жилья, недвижимости или любых других каких-то материальных вещей, именно среди членов вашей семьи тоже. В целом карта очень-очень хорошая. То есть она про стабильность в вашем доме и ваших взаимоотношениях с близкими. Карта Верховная Жрица, карта на вторник, карта возможных тайн и секретов, которые у вас здесь выпадают. И вместе с Королем Мечей вы здесь можете узнать о каком-то секрете, или вы можете что-то делать в тайне, о чем-то договариваться с другими людьми в тайне, потому что у вас по Королю Мечей есть какая-то мысль, да, которую вы здесь как будто бы вынашиваете, думаете, да, о каком-то плане, каком-то действии, и вы считаете, что это будет разумным, мудрым решением, правильным решением. Верховная Жрица, она о том, что вы стремитесь таким образом прийти тоже к гармонии и стремитесь как-то уравновесить свою жизнь. То есть ваши решения здесь очень продуманные, очень логичные, очень такие серьезные, да, скажем, по Королю Мечей. Может быть, и какие-то тайны, связанные с воздушным знаком зодиака. Для вас это может быть такие же, как вы, весы, может быть, близнецы или водолеи, с которыми вы здесь общаетесь. А дальше идет карта Мир, которая здесь называется так в этой колоде, хотя на самом деле это двойка мечей, да? Почему же она в этой колоде называется Мир? Ну, возможно, потому что вы здесь будете стараться сохранять какой-то нейтралитет, или будете стараться сохранять непредвзятое отношение в какой-то ситуации. То есть на что-то как будто или закрываете глаза, или стараетесь видеть все с каким-то своим взглядом, да, своей точкой зрения обладаете. Здесь вы по карте Мир отгораживаете себя от чего-то лишнего, ненужного, возможно, от каких-то ситуаций, которые вам неприятны, или людей, которые могут вас травмировать и ранить. И дальше идет карта Смерть, которая здесь повторяется почти подряд, да, среда и четверг у вас. Здесь может быть либо вовлечен как-то человек знака Скорпион по карте Смерть, то есть у вас может быть сдерживание чувств или эмоций по отношению к такому человеку. Возможно, вы здесь будете думать о том, сделать какой-то важный шаг, трансформирующий, меняющий, да, ваши отношения, может быть, с кем-то для вас важным, или не сделать этот шаг. По карте Смерть здесь может быть и ситуация, где вы можете столкнуться с тем, что что-то полностью отсекается и меняется в вашей жизни, когда вы от чего-то можете освободиться таким вот образом, как будто бы закрывая на что-то глаза, или вот закрывая себя от чего-то, что вам больше не подходит, что вам больше не служит. И дальше карта Смерть тоже на четверг у вас повторяется, она выпадает вместе с шестеркой мечей, то есть трансформация, изменения, через которые вы проходите здесь, и вы по шестерке мечей как будто уходите от одного берега к другому, то есть от одной ситуации к другой, более лучшей.
по 6 мечей вы находитесь в этом вот как раз процессе перемен. И здесь вы, да, можете здесь и по карте смерть отказаться от чего-то, там диалоги в переписке с кем-то, да, может быть, кто-то отказывается здесь от какого-то предложения, и вас это тоже как-то трансформирует, меняет. Возможно, вы здесь с кем-то общаетесь на расстоянии, то есть это своего рода такое расставание с кем-то по 6 мечей. Но также и новый период, то есть новый период перемены и начало нового периода для вас, который происходит именно вот в этот кусочек среда-четверг. Дальше идет карта дьявола, карта Козерога, и может быть общение с человеком знака Козерог и 9 жезлов. Здесь, по сути, ваши страсти, ваши желания, ваши какие-то очень сильное увлечение здесь. Вы, может быть, достигаете или добиваетесь чего-то с таким упрямством. То, чего вы сильно хотите, чего вы сильно жаждете. Также вы можете здесь сильно защищать как-то свои интересы и что-то, что вам ценно, что вам дорого, возможно, или какие-то ваши пристрастия здесь. Также вы можете здесь стремиться к финансовому успеху, к какому-то господству. Здесь по 9 жезлов тоже прикладываете здесь все старания, чтобы добиться этого результаты. Для вас это, возможно, что-то, что потешит ваше тщеславие. Так, кстати, может быть и ситуация по 9 жезлов, где вы стараетесь себя отгородить от чего-то, что вас как будто бы абьюзивно тянет вниз, может быть, в отношениях, взаимоотношениях с другими людьми. Карта Маг — это возможность действовать по-новому, то есть начинать что-то сначала делать. Вы активные, вы будете энергичные в субботу, очень деятельные. И здесь по 5 Пентаклей в таком сочетании 5 Пентаклей выпала здесь, по сути, в тень. Она показывает, что вы справляетесь с какими-то неприятностями или уходите от неуверенности, уходите от шаткости положения своего. То есть вы здесь очень-очень будете энергичны и вдохновлены какой-то работой на себя, которая позволит вам уйти от ощущения беспомощности или какой-то финансовой нестабильности. И дальше рыцарь мечей, снова воздушная стихия, ваша стихия, ваш знак зодиака вместе с 3 мечей. Здесь может показать ситуацию, где вы с кем-то конфликтуете или находитесь в таком разногласии. Это может разбивать вам сердце, причинять в целом какие-то неприятности, поэтому нужно быть в этот день осторожнее, потому что вы можете проявить гнев, какое-то упорство. Это может не понравиться другому человеку, такая ваша порывистость. Да, возможно, вы сталкиваетесь с тем, что кто-то себя так проявляет. Возможно, воздушный знак зодиака, как я уже говорила, то есть как вы, весы, близнецы или водолеи. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.